Кукла Аннабель. В 1970-м одна женщина купила старинную, изношенную куклу по имени Эндол в магазине всяких мелочей. Кукла предназначалась в подарок для ее дочери Донны на день рождения. Донна в то время была студенткой колледжа и готовилась получить высшее образование медицинского работника. Проживала в крошечной квартире со своей соседкой по комнате Энджи, медсестра тоже. Донна была рада маминому подарку и поместила куклу у себя на кровати в качестве украшения. Позже Донна и Энджи стали замечать, что с куклой стали происходить странные события. Первым было замечено перемещение куклы. Иногда кукла сидела на кушетке со скрещенными руками и ногами, в другие разы находили ее стоящей у стола или посреди комнаты. Несколько раз Донна клала куклу на кушетку, а по возвращении домой обнаруживала ее на своей кровати в запертой комнате. Сообщение. Кукла Аннабель могла не только перемещаться, она также обладала способностью оставлять записки. В течение месяца Донна и Энджи стали находить сообщения, написанные карандашом на пергаментной бумаге. В них сообщалось «Помоги нам» и «Помоги Лу». Шрифт был похож на неуверенный почерк маленького ребенка. Самым жутким для подруг было не содержание записок, а то, что у них никогда не было пергаментной бумаги в доме. Откуда она взялась? Медиум. Однажды, придя домой, Донна обнаружила куклу в своей кровати. Внутри она почувствовала необъяснимый страх. Чувство страха и тревоги усилилось после осмотра куклы. На ее руках и груди появились капли жидкости, очень похожие на кровь. Этот случай послужил поводом для обращения к специалистам. Во время проведения спиритического сеанса Донне и Энджи был предоставлен дух Аннабель. По словам Аннабель, она проживала в частном доме. Позднее на этом месте поставили многоквартирные дома. Ей было всего лишь 7 лет, когда нашли ее безжизненное тело. Ей очень нравилась атмосфера, царившая в квартире Донны и Энджи. Она желала остаться с ними и быть любимой. Донна испытывала сострадание к Аннабель и решила оставить ее в квартире. Позже они узнают, что Аннабель была не тем, кем они ее представляли. Это было очень странное и запутанное дело с очень необычной куклой. Лу. Лу был другом Донны и Энджи и постоянно общался с ними с момента появления куклы в их квартире. Лу с самого начала не любил куклу и часто просил Донну избавиться от нее, так как чувствовал что-то ужасное, исходящее от Аннабель. У Донны была сострадательная связь с куклой, и Лу пришлось смириться с присутствием куклы. Но решение Донны было ужасной ошибкой. Лу проснулся ночь от ночного кошмара, но пробуждение было для него необычным. Он чувствовал, что проснулся, но не мог шевелиться. Смотря комнату, Лу увидел приближающуюся к нему Аннабель. Она медленно скользнула по его ногам, забралась на грудь и стала его душить. Задыхающийся Лу потерял сознание. Очнувшись утром, Лу был в твердой уверенности, что произошедший с ним случай не сон. Он был полон решимости избавиться от куклы и находящего в нем духа. Но с Лу произошел еще один ужасный опыт общения с Аннабель. На следующий день Энджи и Лу просматривали карты и отмечали маршруты перед готовящейся поездкой. Угнетающую тишину в квартире нарушили звуки, доносившиеся из комнаты Донны. По звукам было похоже на грабителей, пробравшихся в квартиру. Лу решил проверить комнату Донны. Ворвавшись в комнату и включив свет, он не заметил ничего необычного, за исключением того, что Аннабель была брошена посреди комнаты. Лу начал обыскивать комнату на предмет следов взлома, но ничего странного не привлекло его внимания. При этом его не покидало ощущение присутствия кого-то за спиной. Резко обернувшись, Лу почувствовал боль в груди и увидел слепляющие вспышки. Руки залились кровью, а рубашка на груди была распорота. Складывалось ощущение, что его расцарапали горящими ногтями. Было 7 отметин. 2 вертикально и 4 горизонтально. Самое удивительное в этом происшествии то, что раны начали заживать почти мгновенно и полностью исчезли через пару дней. Сверхъестественное расследование Уорренов. После случившегося с Лу, Донна стала полагать, что вместо маленькой девочки в кукле заточен дух демона. Она связалась со священником отцом Хейгеном. Святой отец, видя, насколько это тяжелый случай, обратился к Уорренам.
Эд и Лорин Уоррен немедленно заинтересовались случаем и связались с Донной относительно куклы. По их словам, духи умерших не могут вселяться в дома, куклы или другие предметы. На такие вещи способен только нечеловеческий дух, проще говоря, демон. Он управлял куклой и создавал видимость ранее существовавшей девочки. По словам Уорренов, дух вел охоту на эмоционально слабые стороны девушек. Он питался их энергией, при этом постоянно стимулировал свою безопасность в виде маленькой несчастной девочки. Поскольку демон является злым духом, то события в виде капли крови на Аннабель и нападение на Лу не заставило себя долго ждать. Уоррены объяснили, что еще 2-3 недели нахождения демона в их квартире могли привести к трагическим последствиям. К концу расследования Уоррены получили официальное разрешение церкви на изгнание демона. Это 7-страничный документ, в основу которого положено не изгнание демона, а заполнение окружающего среды властью Бога. Эд Уоррен по желанию Донны Уоррен забрал кучу из их квартиры. По рассказам Эда, когда он положил куклу на заднее сиденье своего автомобиля, в дороге стали твориться необъяснимые вещи. Тормоза не всегда срабатывали, руль приходилось крутить с утроенной силой. Отключалась электроника в машине, испугавшись за свою жизнь, это окропил с куклу святой, только после этого он благополучно добрался домой. Уоррены построили специальный защитный шкаф, в котором поместили куклу. С тех пор больше не было замечено странностей, связанных с Аннабель.